Всем привет! Вы на канале Просто Вкусно Соленый. Сегодня готовим без миксера и без замешивания теста. Все так просто! Предлагаю восхитительный кремовый сырно-сливочный чизкейк Нью-Йорк. Для начинки чизкейка мы возьмем сыр сливочный, сливки, сметана, сахарная пудра, яйца, кукурузный крахмал, ванилин, сок лимона. Для основы чизкейка мы возьмем печенье и сливочное масло. Выкладываем печенье по частям и вот так скалочкой его разминаем. Нажимаю и вот так прокручиваю. Лучше всего брать печенье, которое будет легко крошиться и ломаться. Меленькая приятная крошка получается. Сливочное масло у меня комнатной температуры. Видите, какое мягкое? Я его достала заранее. Нам надо перемешать. Получилась такая однородная крупка. Как проверить, что уже хорошо перемешали? Я беру, вот, немного, сжимаю в ладошке, отпускаю, и оно держит форму. Видите? Значит, готово. Берем форму, у меня 24 сантиметра, дно я застелила пергаментной бумагой. Выкладываем песочную крупку. Часть крупки оставим для бортиков. И стаканом формируем донышко. Теперь бортики. Идем и вот так в бочок. В бочок. Тоже не сильно, помните. Убираем основу для чизкейка в морозильную камеру на 1 час. Вы, конечно, можете для классического чизкейка, вот прямо Нью-Йорк чизкейк, взять сыр Филадельфия, но он будет в 2 раза дороже. Берем обычный сливочный творожный сыр мягкий. Попробуйте его. Вот я сейчас попробую. Он без соли. И подсаливаем его. Если вы делаете чизкейк на маленький объем, у вас маленькая формочка, возьмите в 2 раза меньше. Этот сыр мягкий у меня 55% жирности. На такую большую порцию я возьму пол чайной ложки соли. Вы можете положить меньше. Сюда же сахарная пудра. Можно взять и сахар, но вы будете долго его размешивать. Я высыпаю частями, мне так удобнее. И я не беру миксер. Взбивать мы ничего не будем. Добавляем яйца по одному. Долго вымешивать не надо. Сюда же следом сметана. Вливаем сливки. У меня сливки 20% жирности. Остается только всыпать крахмал. Крахмал я по чуть-чуть сюда всыпаю. Чтобы крахмал лучше растворялся, можно взять венчик. Но стараться венчиком не взбивать вот так вверх-вниз, а просто равномерно размешивать. Добавляем сок лимона, 1-2 столовые ложки, чтобы перебить вкус яиц. И добавим немного ванилина. Перемешиваем. Посмотрите, я вот так вот его немножко трясу, и на поверхность появляются пузырьки. Видите? Вот они выходят. Прошло полчаса, основу чизкейка я достала из морозильной камеры и буду оборачивать ее фольгой со всех сторон для равномерного распределения жара. Духовка у меня уже включена, разогревается. И теперь вот эту основу мы поставим на 200 градусов на 5-7 минут просто подсушить. Вот я достала из духовки корж, он уже запекся. И выливаем крем. Посмотрите, какой он густой. Можно вот так немножко лопаткой разровнять. Ставим в духовку на 1-1,5, 120 градусов, 150. Ставим на решетку, а решетку я поставила посерединке, невысоко.
Как проверить, готов ли чизкейк? Доставать не буду. Я его чуть-чуть потрясу. Видите, он чуть-чуть дрожит. Чуть-чуть в центре. Значит, он готов. Выключаем духовку и оставляем так в духовке еще минимум на час. Прошло более часа. Вот я его так трясу. Видите, он уже так не дрожит. Он загустел. Оставим при комнатной температуре на столе на 2 часа до полного остывания. Затем снимем фольгу и уберем в холодильник на 6-8 часов. Лучше на ночь. Я достала чизкейк из холодильника на следующий день. Смотрите, как он легко отходит. Видите? Вот, по краешку. С этого бока чуть-чуть прилип. Видите, тут отошел хорошо. Давайте вот так пройдем. Вот. Он тяжелый. Порция у меня большая. Вы помните, здесь самой начинки в целом больше килограмма. Вот я на одной руке все держу, хотя он очень тяжелый, но он крепко схватился и держит форму. Будет даже лучше, если вы возьмете не фольгу, как у меня под низ, а пергаментную бумагу. Но у меня просто, не было пергаментной бумаги в этот момент. Смотрите, как легко идет нож. Видите? Старайтесь ножом вот так вот один раз проводить до низа. Разрезали и достаем. Теперь нож надо бы еще раз сполоснуть, чтобы он не был липкий. Нож хорошо брать подлиннее и побольше, чтобы получился красивый разрез. Какого он приятного светло-сливочного цвета. Посмотрите, какой он высокий. Как он держит форму. Он не лопнул, он не прогнулся, он не осел. Он равномерной консистенции. Смотрите, какой он мягкий, как легко и нежно. Вот так вот я просто вилочкой беру и все. Видите, готово. Вкус такой нежно-сливочно-сырный, при этом сладковатый. По некоторым рецептам корж у чизкейка получается мокрым, а у нас, конечно, сухой. Это идеальный чизкейк. Готовьте со мной, у вас тоже так получится. Какая кремовая текстура. Но чтобы вы поняли, насколько мягкий, я вот смотрите, я могу вот так взять пальцем и нажать. Видите? Это так вкусно, я даже не могу вам описать. Побалуйте себя такой вкусняшкой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик.